правда ли, что Краков это лучший город Польши для жизни и туризма? Сколько здесь стоит жилье, как устроена медицина, транспорт и услуги, и какие места точно стоит посетить? В этом видео я честно раскрою все эти темы, поделюсь своим личным опытом жизни в Кракове и назову его плюсы и минусы. Приятного просмотра! Краков – это второй по величине и населению город Польши, где проживает более 800 тысяч человек, не считая 10 миллионов туристов, приезжающих сюда каждый год. Город настолько яркий и разный, что за 3,5 месяца жизни в нем мы смогли изучить далеко не все, но многое. Поэтому давайте по порядку. Начнем по классике жилья. С квартирой районом нам очень повезло. Мы находились в 20 минутах езды к старому городу, что было удобно, и при этом наш ЖК оказался в очень спокойном месте. Квартиру, как всегда, снимали на короткий срок и без договора, и по цене она вышла на 1050 евро в месяц. Впечатления от жизни в этом месте у меня в целом приятные. У нас было 2 отдельные комнаты, чтобы мы могли нормально работать, уютная кухня со всем необходимым и милый балкончик с видом на внутренний двор ЖК. Единственное, что раздражало какое-то время, это непонятная стройка за окном, смысла которой я так и не поняла. То есть у нас одно окно было полностью закрыто, за ним ходили рабочие, время от времени матерясь, ну и звуки от стройки были соответствующие. И все это на протяжении 2 месяцев. Мы жили в районе Старое Подгужье. Это окраина одного из центральных районов. Расположение хорошее, потому что рядом ездят трамваи, вокруг нас находились все 3 наших любимых магазина – Lidl, Kaufland и Biedronka. Мы были как раз в центре этого Бермудского треугольника, ну и рядом еще был маленький парк с озером. Цены на жилье в Кракове в принципе не маленькие и все еще продолжают расти из-за потока беженцев и высокой инфляции. Но если брать жилье в долгосрок, то однокомнатная квартира будет стоить в среднем 2400 злотых в месяц, двухкомнатная – почти 3000, а трехкомнатная – почти 4. Например, в Познани все эти цифры можно уменьшить на 600 злотых, а в Варшаве, очевидно, еще дороже. Особенно если сравнивать трехкомнатные квартиры. Переходим к атмосфере города. Кстати, вы заметили, что атмосфера в этом видео сильно отличается от прошлых. И все это благодаря профессиональному свету и красивой подсветке на фоне. Да, ура, наша мечта сбылась, теперь мы с Андреем настоящие блогеры и снимать можем хоть ночью. Стоит это все добро немало, но чего не сделаешь для любимых зрителей и качественной картинки. Но студийное освещение вам вряд ли сейчас нужно, а вот термокружка была бы очень кстати. Приближаются холода, и, согласитесь, намного приятнее во время долгой прогулки или путешествия брать с собой кружку горячего чая или кофе. Любые покупки в принципе нужно делать с умом, экономя там, где это возможно, при этом не теряя в качестве. И в этом вам всегда поможет старый добрый Е-каталог. Например, вот как по мне отличная термокружка. Небольшая, компактная, стильная. Смотрим магазины, где ее можно купить, сортируем по цене и выбираем самый выгодный вариант. Согласитесь, сэкономить как минимум 50 злотых очень даже приятно. И так можно экономить на каждой закупке, а оставшиеся деньги потратить на себя любимого. На Е-каталоге также можно сравнивать товары, изучать отзывы реальных людей и динамику цен. Причем делать это можно как из Украины, так и из Польши. Ссылку на подборку лучших термокружек я оставила в описании. В целом, впечатления от атмосферы Кракова у меня остались приятные. Да, здесь людно и шумно, особенно в центре и старом городе, но при этом комфортно за счет большого количества парков и широких улиц. Мне особенно запомнилась набережная Вислы, по которой можно долго гулять и наслаждаться видами. Да и в целом, я не ожидала, что в Кракове будет столько природных мест. Чуть позже я перечислю самые лучшие. В городе постоянно что-то происходило, вот идете вы по старому городу и слышите, как кто-то поет, кто-то играет на музыкальном инструменте, там начинается ярмарка, пахнет едой, в другом месте происходит концерт или фестиваль. Например, мы как-то на одно такое мероприятие попали, когда гуляли по набережной. Одним словом, здесь кипит жизнь. Если говорить про отдельные районы, то мне особенно запомнился район возле Новохудского водохранилища. Он так и называется – Нова Хута. Вот там, по ощущениям, было немного грустно находиться. Более депрессивные дома в стиле соцреализма, и в этом месте, в принципе, энергетика не такая, как в других районах, но, оказывается, его даже посещают туристы. Также в Кракове есть еврейский квартал, который называется Казимеш. Когда-то это был один из самых важных еврейских центров Европы, а сейчас это популярная достопримечательность, которая рассказывает об истории еврейского народа. Ну и, конечно, есть новые районы, которые только расстраиваются. Так что, как видите, Краков очень разный по атмосфере, которая зависит от района. В центре более людно и насыщенно, а в отдаленных районах более спокойно и уютно.
Плавно переходим к транспорту. Система тут такая же, как и в других городах, слаженная, удобная и понятная. Из общественного транспорта здесь ездят трамваи и автобусы. Я, как амбассадор трамваев, старалась выбирать всегда их. Я бы сказала, что трамваи можно назвать одним из символов Кракова, потому что ты их здесь постоянно слышишь и видишь. И это очень круто. Билеты очень удобно покупать в приложении Як до Яда. Есть обычные и льготные варианты. Если брать обычные, то билет на 20 минут будет стоить 4 злотых, на 60 минут 6, на 90 – 8. Суточный билет на первую зону выйдет 17 злотых, на все зоны 22. Также есть варианты на 2 дня, 3 дня, неделю и разные варианты групповых. Есть и долгосрочные билеты для экономии, но у них есть один нюанс. Получить проездной в Кракове могут только те люди, которые прописаны в этом городе или оплачивают тут налоги. Ссылку на сайт со всеми деталями ищите в описании. Кстати, за все 3,5 месяца проживания в Кракове у нас ни разу не проверили билеты. Пару раз в трамвай заходил кондуктор, но до нас он так и не дошел. Интересных мест в Кракове слишком много, так что быстро пройдемся по самым интересным. Начнем с природных мест. Во-первых, в Кракове есть очень живописный карьер Закшувек. Летом в нем можно поплавать, правда, постояв несколько часов в очереди, а в остальное время гулять вокруг водоема, отдыхая от краковского шума. В часе езды оттуда спрятано еще одно уютное место Кракова. Это пляж Багри, который сразу вошел в мой топ любимых мест Кракова. Про Новохудское водохранилище я уже говорила. Добавлю, что также тут есть мини-градарня, где можно бесплатно подышать солью. Ну а Белянско-Тынецкий парк вы точно не пропустите, если посмотрите Краков на карте. Место красивое, здесь есть леса, скалы, река, зоопарк, монастыри и курганы. Мы посетили только маленькую часть возле кургана Костюшка, ну и, собственно, поднялись на сам курган, с которого открывается вид на весь город. Переходим к необычным местам. Сюда можно отнести музей современного искусства, который не может не вызывать эмоций, смотровую площадку на набережной в виде воздушного шара, музей видеоигр, где можно потанцевать под культовые песни 90-х, поиграть в Марио, пинбол и несколько десятков других ретро-игр, аллею потерянных душ, куда никому не советую идти, и ботанический сад с очень красивой территорией. Ну и, конечно, не могу не сказать про старый город Кракова. Тут находится невероятный Вавельский замок, на территории которого можно бесплатно погулять, знаменитый Вавельский дракон, университет, в котором учился Николай Коперник, атмосферные суконные ряды, моряцкий костел с печальными легендами и еще много чего интересного. А вокруг всего старого города можно прогуляться по краковским плантам. Все эти места мы для вас снимали, так что если вдруг вы их еще не видели, обязательно посмотрите. Ссылка на плейлист будет в описании. Еда. В плане закупок я уже все, в принципе, рассказывала и показывала, но если кратко, то ходили за продуктами мы обычно в Lidl или Бедронку. В неделю выходило 400-500 злотых, полный обзор с ценами можете посмотреть по ссылке в описании. Кстати, в Кракове также есть магазин с украинскими продуктами. Там мы не раз брали сало, а еще паску и сушеные кальмары. В заведениях мы тоже были, и об этом даже выйдет отдельный гастротур, поэтому частично заспойлерю. И из польской кухни от души рекомендую шальную вилку. Да, название крутое, не поспоришь. Туда мы ходили целых 2 раза, потому что там было вкусно и уютно. А второе заведение, которое мне очень понравилось, это ресторан грузинской кухни. Сюда бы я тоже вернулась. Медицина. Здесь у нас тоже был некий тур по врачам, стоматологам и анализам. Уже простите, что часто ссылаюсь к другим видео, но такая специфика обзорной рубрики, так что да, все нюансы и личный опыт в этой сфере жизни в Польше можете посмотреть тут. Но опять же, если кратко, то выбор врачей в Кракове очень обширный, причем есть много специалистов, говорящих на русском, украинском и английском языке. Я протестила всех. Так что если вам нужен крутой окулист, гинеколог и хирург-стоматолог, то пишите мне в директ Инстаграм, там поделюсь контактами. Но учтите, что это частные специалисты и цены у них достойные. Зубы мы лечили в стоматологии Дент Краков. Я ее перехвалила в том видео, так что апдейт. Да, хирург там классный, он успешно удалил мои зубы мудрости и чистку там сделали хорошо, но кариесы полечили не очень качественно, увы. Анализы можно сдавать в Синева, и делается это супер удобно и быстро. А найти лучшего профильного врача можно через сервис «Знанный лекар». Просто ставите нужные фильтры, город, язык, специализация и записывайтесь к лучшему врачу, изучив отзывы. Про услуги специалистов тоже считаю важным сказать. В целом в Кракове нет проблем с тем, чтобы найти нужного человека или компанию, но все же по личной рекомендации идти в любое место спокойнее. По себе знаю, поэтому поделюсь с вами полезными контактами. Начнем с бьюти-сферы. Маникюр я делала в салоне Мяу Бьюти. Здесь лучшее качество, дружелюбная атмосфера, а самое главное, многие мастера из Украины.
Правда, и цены тут наравне с качеством. Простой рисунок с укреплением у меня вышел на 170 злотых, но все равно рекомендую это место, потому что здесь вы можете быть уверены за качеством. На покраску волос я ходила в салон Далисия. Качеством я довольна, но вот клиентским подходом нет. И в первый, и во второй раз у них были проблемы с оплатой, причем во второй я потратила из этого полчаса жизни. Да и послевкусие было неприятным, скажем так. Андрей ходил на стрижку в Golden Eagle, потому что этот салон находился недалеко от нас, ему все понравилось, так что могу советовать. И еще, если вы вдруг захотите найти книги на украинском в Кракове, то загляните в Книжка.пл, в сам магазин или на сайт. Мы лично скупили у них полмагазина, наверное, за несколько ходок. Вот, кстати, часть книг за мной не видно. Я вообще мечтала о бумажных книгах на украинском, поэтому была рада обнаружить этот книжный. Это было, кстати, случайно. Мы просто гуляли по Кракову и наткнулись на это место. К слову, проще всего искать специалистов в Польше или на Google картах, или по поиску в Instagram. И удобно, что в Кракове есть много специалистов из Украины, поэтому ощущение дома и своих людей постоянно чувствуется. Ну а для полной картины хочу рассказать пару слов про соседние города Кракова, чтобы вы понимали, куда еще можно съездить и как провести время в этом регионе Польши. А интересных направлений здесь достаточно. Первый город, куда можно добраться с Кракова, это Величко. Путь займет около часа и стоить будет 6 злотых. Тут вы можете прогуляться по самому городку, который очень маленький, спокойный и прям уютный, особенно частный сектор. Ну и, конечно, опуститься под землю в знаменитой шахты Велички. Очень необычное и уникальное во всем мире место. Экскурсия в шахте стоит 126 злотых, немало, но правда стоит того. И там еще, кстати, градарня есть за дополнительную плату. 19 злотых и также час времени у вас займет поездка в Катовице. Еще один интересный город по соседству. Тут царит своя атмосфера, и особенно вас могут удивить колоритные шахтные районы – Никишовец и Гишовец. И, кстати, именно в Никишовце мы попробовали самый вкусный журик. Там, в принципе, есть 3 классных заведения, у всех были высокие оценки. Мы были в 2 из них – в заведении Маола и в ресторане с более сложным названием. Везде было вкусно и относительно недорого, ну, особенно в Маоле. Только во втором заведении нужно бронировать столик, иначе все будет занято. Ну и самый отдаленный город, куда можно поехать напрямую из Кракова, это, конечно, Закопане. Красивейший город на самом юге Польши, возле гор Татр. И мы там уже были, так что видео обязательно будет. Ехать сюда 2,5 часа на электричке или автобусе. Ну а теперь подытожим. Какие плюсы и минусы Кракова, как города для жизни и туризма, я отметила. Начнем с хорошего. Первый плюс – это, конечно, возможности. Найти нужного специалиста и врача здесь очень просто. Выбор локаций развлечений здесь также огромный, от банальных до необычных. Транспорт суперудобный и понятный. Жить здесь комфортно, особенно в отдаленных от центра районах. Парки, вода и природа заслуживают отдельного плюса. Количество специалистов и товаров из Украины не может не радовать. Ну и атмосфера города мне очень откликнулась внутри. Минусов немного, но их тоже важно учитывать. Во-первых, цены на жилье в Кракове одни из самых высоких в Польше. Во-вторых, количество жителей и туристов не всем понравится. Спешка, шум и пробки присутствуют. Ну и в-третьих, грязный воздух. Да, поляки над этим работают, но качество воздуха здесь остается печальным, особенно в зимнее время, когда отапливают дома углем. И даже проблема не в самом Кракове, а в его расположении и близлежащих городах и селах. Как город для туризма, Краков это безусловно лучший вариант. Я бы сказала must visit. А вот для жизни не всем подойдет. Но пожив в 4 крупных городах Польши, могу точно сказать, что Краков у меня был бы на 1-м или 2-м месте, потому что Познань мне не очень понравился по атмосфере, а в Варшаве очень дорогое жилье. Но понятно, что все мы разные, и у каждого свое видение, приоритеты, возможности и потребности. Поэтому я была бы очень рада почитать ваше мнение о жизни в Кракове в комментариях. Какие плюсы или минусы вы бы добавили? Возможно, я что-то упустила. И не забудьте лайк, если этот обзор был для вас полезным и интересным. А мы увидимся с вами совсем скоро, в следующем видео. Пока!